Задача. Дано многогранник и поверхность вращения. С помощью вспомогательно секущих плоскостей построить линию пересечения многогранной и поверхности вращения, выделив видимые и невидимые участки. Значит, у нас дана поверхность вращения. Это усеченный конус. Вот его одна проекция фронтальная и горизонтальная. А также дана у нас призма, которая расположена основанием на фронтальной плоскости. Вот эта призма четырехгранная. Строить линию пересечения здесь удобно с помощью секущих плоскостей. Когда мы посмотрим на фронтальную плоскость, то здесь мы можем утверждать, что линия пересечения будет вот в этом месте, да, вот по ET сторонам нашей призмы. И если мы вот эти точки перенесем и построим сюда на горизонтальную плоскость, мы будем видеть, как будет выглядеть эта линия пересечения. Поэтому сначала давайте выберем точки. Первая точка, это вот это будет у нас точка. И вторая, вот она, да, точка, которая само собой разумеется. Ну, дальше выберем вот здесь точку. Выберем точку, которая расположена здесь в вершине. Дальше вот здесь точку выберем. Внизу выберем точку. Ну и еще выберем точки, которые находятся посерединке. Да? Посерединке здесь. И ну, здесь может нет смысла. Вот здесь. Выберем точки. Все, я думаю, этих точек будет достаточно. Чем больше точек, тем лучше. Почему? Потому что здесь у нас на горизонтальной плоскости проекций линия пересечения будет кривая линия. Естественно, чем больше точек, тем точнее мы ее построим. Теперь будем строить эти точки на горизонтальной плоскости проекции. Но прежде чем строить, мы их обозначим. Мы их обозначим. Ну и обозначим их так. Давайте вот здесь начнем. Ну, например, с этой точки. Эта точка будет 1, проекция 2. Дальше точка 2, проекция 2. 3, проекция 2. 4, проекция 2. 5, проекция 2. 6, проекция 2. И 7, проекция 2. Вот все эти точки нам надо построить, здесь будет на горизонтальной плоскости проекции. Ну, для этого мы проведем секущие плоскости. Секущие плоскости. Первая, это будет у нас вот такая плоскость. Дальше плоскость вот эта. Затем плоскость вот такая. Ну, то есть через все точки, да. Плоскость вот эта. Так. Дальше плоскость вот здесь. Здесь. И здесь. Вот все плоскости. Дальше. Принцип такой. Значит, построим окружности, соответствующие разрезу данными плоскостями. То есть, вот посмотрите, если вот эта плоскость пересечет у нас конус, разрежет его, отбросим вот верхнюю часть и посмотрим сверху. Что мы будем видеть? Мы будем видеть окружность, да? И окружность какую? Вот такого вот радиуса, да, такого радиуса. То есть это 17 миллиметров. Значит, я меряю. Эту окружность строю внизу. 17 миллиметров. И где точка будет у меня находиться? Здесь точка 3. Очевидно, вот она у меня, здесь есть линия связи. И она должна у меня оказаться так.
Вот здесь она одна будет точка, то есть одна проекция. И еще будет еще одна, которая будет вот здесь ниже. Дальше точно так же вот здесь проведем. Ну, нам удобно будет, если мы плоскости продлим дальше, да? Так, ну здесь достаточно. Значит, чтобы найти точку 2, то мы должны что? Построить окружность радиуса 19 миллиметров. Строим эту окружность радиуса 19 миллиметров и проводим линию связи из точки 2. Провели вниз, ну и она окажется у нас касательной, да? Касательная, и то есть, значит, у нас точка будет находиться здесь. Будет находиться здесь. Теперь давайте я сейчас уберу две эти плоскости, уберу окружности, чтобы они нам не загромождали чертеж. И даже линии связи могу убрать. И подпишу. Значит, вот это у нас есть точка 3, проекция 1. Это точка 3, проекция 1. И это точка 2, проекция 1. Поскольку точек у нас будет много, ну, поэтому я делаю таким образом. Поближе, чтобы мы потом эти точки не перепутали. Вот так и, пожалуй, вот так. Есть. Значит, вот эти верхние у нас 3, 2 есть. Теперь дальше таким же путем построим точки 4. Точка 4 будет лежать на окружности радиусом 23 миллиметра. Строю эту окружность радиусом 23 миллиметра и провожу линию связи из точки 4. Ну, она у нас вот она есть. И мне осталось только что сделать, построить здесь сами точки. Их тоже будет 2. Ну и сразу я эти точки подписываю. Это будет точка у меня здесь 4, проекция 1. И вторая тоже 4, проекция 1. Подписал. И поставлю их поближе. Так, и эту уберу. Вот эту окружность уберу. Так, дальше пятая точка. Пятая. Ну, или у нас идет здесь не пятая, а потом идет... Так, у нас идет первая, вторая, третья, четвертая, пятая, да? Ну, давайте пятую, да, построим. Здесь будет окружность вот такого радиуса. 30 миллиметров. Строим окружность радиуса 30 миллиметров и проводим линию связи из точки 5. Провели. Ну вот она, видите, у нас совпадает, да, с ребром. Ну, собственно, так и должно быть. И находим положение точки 5. Подписываем эту точку. У нас она получилась 1. 5, проекция 1. Так, дальше окружность уберу. Дальше следующая точка, это будет у нас 1. Ну, здесь 1. Продлим секущую плоскость до центра, чтобы она была. Измерим здесь радиус. И здесь радиус 34,5. Ну, 34, да? И проведем эту окружность радиусом 34 миллиметра. Проведем линию связи. И у нас она, вот посмотрите, где окажется. Вот она тоже окажется на касательной, да, будет. Значит, вот здесь у нас будет точка 5. Точка 1. Подпишем эту точку. Значит, это точка 1, проекция 1. Так, вот это уберем и это уберем.
Так, точка 1 есть. Ну что, осталось 6. Точка. Померим окружность. Это будет такая, 37 миллиметров. И эту окружность изобразим здесь, 37 миллиметров. И теперь проведем линию связи. Линия связи будет у нас идти, вот она здесь по оси. И она будет, соответственно, где? Ну вот она, ось будет линия связи. И это будет точка 1 вот здесь. А вторая будет внизу. Так, подпишем эти точки сразу. Это будет у нас здесь 6 проекция 1 и внизу 6 проекция 1. Есть. И осталось нам построить точку 7. Для этого померим окружность. Измерим, ну, чтобы точно было, давайте ее продлим. Измерим радиус. Это 43 миллиметра. 43 миллиметра. Так, и проведем линию связи. Ну, эта линия, вот она, видите, да, где у нас она проходит. Значит, здесь будет у нас точка 1. И вторая точка будет внизу. Это 2. Подпишем эти точки. Это будет точка у нас 7 проекция 1. И здесь будет 7 проекция 1. Все, необходимые точки построены. Это можем убрать. Это было нужно для построения. Теперь осталось нам построить саму линию сечения. Вот здесь необходимо подумать. Значит, очевидно, что она будет у нас кривая. Но давайте подумаем, как она у нас будет проходить. Значит, с верхней начнем точки 3, идет до 4 точки и до 5. То есть вот так. 3, 4, 5. Потом с 5 попадает на 6. Потом идет на 7 точку и потом идет на 1. Ну вот смотрите, здесь у нас промежутки между точкой вот 5 и 6, у нас вот здесь, ну, будет кривая, да, то есть она будет идти так, 3, 4, 5 и до 6. Ну а здесь, чтобы точно нарисовать с 5 до 6 кривую, то нам не хватает здесь чего? Не хватает плоскости секущей, не хватает секущей плоскости, и точки, собственно, не хватает. Вот давайте тут поставим точку, да, вот еще одну. Я назову эту точку, но сделаем ее тоже черненькой, как обычно все точки. Так, и эту точку давайте подпишем. Эта точка будет у нас, назовем ее 8. Это 8 проекция 2. 8 проекция 2. И теперь построим точно так же, как мы строили окружность вот этого радиуса. То есть 34 миллиметра мы строили. 34 миллиметра. Так, и проведем линию связи с 8 вниз. Проведем и построим точки. Да, построим точки. Это будет у нас вот тут 8. Она одна точка. И вот здесь будет вторая. Вот это уже немножко нам дает возможность построить более точно. Давайте ее подпишем. Вот здесь это будет точка 8 проекция 1. И здесь это будет 8 проекция 1. Ну а теперь вот это же удалим.
то, что мы использовали для построения. И опять вернемся к построению линии пересечения. Значит, у нас еще подумаем один раз. Значит, это будет кривая. Раз. Берем кривую. И она будет идти вот от точки 5, 4, 3, 2. И вот на этом участке она будет нам видна. Дальше от 5, 8 тут внизу она будет нам не видна. Да? Ну, поэтому так и будем строить. Значит, мы начинаем как? Удобнее здесь будет от точки 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. Вот это видимый участок. Ну, давайте его и построим. Значит, 5, потом 4, 3, 2. Вот так. Вот так. Не очень красиво. Ну, что я имею в виду? Смотрите, 5. Вот я здесь промежуточную поставлю точку. 4, 3, 2. И вот так вот. Ну, вот такая вот получилась. Вот так, да, чтобы красиво было. Ну, можно было что еще? Чем мы больше точек возьмем, тем точнее у нас получится результат. Это первая часть. Теперь, смотрите, с этой стороны точно так же. С этой стороны тоже так же. 5, 4, 3, 2. Вот. Ну и здесь я сделаю, чтобы она была чуть-чуть покрасивее. Так, видите, она не хочет. Ну, точек мало. Сейчас еще раз построим. Так, под точкам 5. Вот тут промежуточную. 3, 2 и вот. Вот так вот. Вот она построилась, да? Это первая часть. Первая часть. Так, дальше. Теперь давайте подумаем. Вот здесь внизу, что мы будем видеть, да? Что мы будем видеть? Здесь у нас будет идти, ну, с одной стороны 1, дальше 7, 6, 8 и попадаем в точку 5. Значит, единственное, что здесь должна быть линия какая? Пунктирная. Пунктирная. Так и строим. Значит, начинаем от точки 1. Потом я поставлю промежуточную 7, 6, 8 и попасть я должен в 5. Так, еще раз. Значит, так. Так. Ну, промежуточную поставлю. 7, 6, 8. Дальше 5. И вот. Вот такая получилась у нас линия. С одной стороны. Ну и дальше нам надо сделать еще такую же с противоположной. Так, промежуточная 7, 6, 8, 5 и вот. Вот получилось у нас, как выглядит наша в данном случае линия сечения. Вот это вверху, а это внизу. Ну, сразу давайте, может быть, разберемся с тем, что мы будем видеть, и то, что мы видеть не будем. То, что мы видеть не будем. Вот здесь, вот эта линия сечения видна. Вот это верхняя площадка конуса, да? И до линии сечения мы видим призму, а дальше вот этот кусочек призму мы не видим. Ну, поэтому давайте сразу преобразуем ее
в пунктир. То есть мы вот тут эту линию до конца видеть не будем. Здесь до точки вот этой. И дальше вот этот кусочек тоже отсюда и до конца мы видеть не будем. Значит, мы здесь должны изобразить что? Пунктир. Так. И так. Это синяя пунктирная линия. И здесь дальше тоже. Отсюда и до сюда мы не видим. Так, ну а теперь давайте подумаем. Чтобы было видно, что это пунктир, я уберу это. Так, мы здесь видим, вот это видна наша призма, да? Видна призма, и потом вот у нас торчит вот здесь, вот это видна часть, это здесь видна должна быть призма, да? Получается, то давайте подумаем, как правильно здесь изобразить. У нас вот здесь должна быть видна призма, да, наоборот. Здесь вот так и вот так. Видите, определить сразу это сложно, да? Так. Вот так. Значит, и что тут получается? Вот этот кусочек мы должны преобразить в и пунктирный. Пунктирный. Вот здесь должен быть пунктирный. Вот он и есть пунктирный, да? То есть мы вот это видим. Значит, вот этот кусочек, который у нас идет от конуса, то есть вот от этого места и до этого места. До этого места. Он что будет у нас? Видим как пунктирная линия, да? Пунктирная линия. Ну, мы здесь сделаем дугу, да? Такого же радиуса. Вот она. И вот так. Вот так. Значит, вот посмотрим еще раз сюда. Да, мы видим здесь призму, здесь видим, что призму, да, целиком призму. А вот саму конус мы его не видим. Так, теперь давайте здесь разберемся, что мы видим. Мы здесь тоже видим, что, соответственно, будем видеть призму. Поэтому что мы здесь вот так уберем, а здесь это наоборот подвинем. На этом участке мы тоже будем видеть призму. Поэтому вот это мы тоже подвинем, а это наоборот продлим. Вот так. Итого, еще раз проверим. Ну, мы видим призму до линии вот этой сечения. До линии сечения. А вот это мы не видим. Ну и теперь осталось нам сделать что? Построить третью проекцию. Для того, чтобы построить, то я воспользуюсь тут преимуществами автокада. Что сделаю? Выделю да, то, что мне необходимо построить. То есть это вот этот вид. И его скопирую, перенесу вот сюда и поверну его дальше на 90 градусов. Поверну на 90 градусов, то есть так, он мне должен стать вот так, да, 90 градусов. Так, что-то не все я выделил, значит. Вот так, поверну на 90, должен стать вот призмой сюда, 90 градусов. Все.
А теперь его поставлю так, чтобы он у меня стоял вот так здесь, и, ну, и потом его перенесу отсюда. Я его так умышленно поставил, так, и теперь перенесу, ну, чтобы попал он ровненько на ось. Так, и перенесу вот отсюда и сюда ниже. Вот так. Да, поставил. Ну, а теперь осталось построить проекцию 3. Для этого мы сначала проведем линии связи. И проведем красным линии связи. И проведем их так. Сначала линии будут у нас горизонтальные. Нам нужно что? Ну, здесь нижняя раз. Потом по точкам вот этим, что мы строили, провести линии связи. По этой точке и по этой. И проведем линии связи вертикальные. Проведем так. Вот здесь ось должна быть. Ну, здесь край окружности. Здесь призма. И все точки. То есть 7, 6, 8, 4, 3. Так, центральная точка. Дальше здесь 3, 4. Так, так. Все, да, провел. Ну и теперь осталось построить то, что у нас получается, да. И начнем мы сначала с контура, сначала основной нашей конуса и призмы, да, конуса и призмы. Ну, призма наша должна располагаться как? Так. Призма наша будет располагаться вот отсюда до этой точки и до краешка и вниз. Вот это будет призма сама. Дальше основание конуса здесь. Вершина конуса будет у нас, а вершину мы тут и не обозначили, да? Ну, проведем сейчас. Так. Так. И вот наша будет здесь вершина конуса. Теперь сам конус мы можем построить. Раз. И вот 2. Конус построили. Значит, вот эти нам линии не нужны. Лишнее я уберу. Для того, чтобы не загромождать чертеж. То, чем мы пользоваться дальше не будем. Так. Ну, все. Остальные пока понадобятся. И теперь осталось построить контуры линии пересечения. Контуры линии пересечения. Теперь давайте будем строить. Ну, начнем с этого. Первая точка идет 7. Это вот это. И 7 находится вот здесь, да, в этом месте. Раз. И такая же точка 7 должна быть с другой стороны. Есть. Можем сразу обозначить. Значит, это будет у нас вот здесь 7, проекция 3. И здесь 7, проекция 3. Так, дальше следующая точка. Эта точка будет у нас, ну, 7 по порядочку, 6. 6 вот линия у нее идет, и вот она находится, да, где? Это будет 6. И точно так же здесь должно быть. Вот это есть 6. Сразу обозначаем. Так.
6, проекция 3. 6, проекция 3. Так, поправим. Есть. Значит, эта линия связи не нужна. Так, это еще нужна. Вот это не нужна. Потом вот это не нужна. Ну, это не нужна и это не нужна. Так, это не нужна и это не нужна. Крайне нужен. Крайне нужен. Так, 7 не нужна, 6 не нужна. Ну, теперь чертеж выглядит уже не так страшно, да? Теперь дальше, следующее, что мы должны сделать. Построить точку, мы 6 построили, теперь 8. Аналогично поступаем. Точка 8 находится у нас. Вот она и вот она, да? Вот 8. Тут мы поторопились, да? Провести. 8 и сама 8 находится вот здесь. Эти 6, 8. Так, обозначим эту точку 8. И обозначим точку 8 здесь. Ну, очевидно, что она будет где? Вот тут находиться. Дальше, следующая точка. Это 5. Да? Точка 5 будет у нас находиться вот здесь по центру. Так, опять же, давайте их обозначим, пока мы не забыли. Значит, вот это у нас была 6, проекция 3. Это 8, проекция 3. Это 8, проекция 3. Это 5, проекция 3. Так, ну, подвинем, чтобы они тут у нас не терялись. Мы потом не гадали, да, то, что мы построили. Так, эту поближе. Ну и эту тоже поближе. Так, есть. Так, дальше. Нам осталась точка 4. Так, 5 есть, 4 построить. Точка 4 лежит у нас вот здесь. И точка 4, вот ее, да, у нас идет. Вот она тут. 1. И вторая будет тут. 4. 1. Ну, сразу давайте уже 2 построим. 2 лежит у нас вот здесь. И точка 3. Точка 3, она должна лежать вот здесь. Вот смотрите. На вот этом ребре. Да? Ну и точка 3 у нас лежит. Так, вот она, да, есть. Вот эта точка 3 на ребре. Вот здесь. Раз и 2. Все, все точки построили, осталось их подписать. Значит, подписываем. Вот это точка 3, проекция 3. Точка 3, проекция 3. Ниже у нее 2, проекция 3. И это 4. Проекция 3. И это 4, проекция 3. Все точки готовы. Все точки готовы. И вот это нам уже не нужно. Это мы можем удалить. Вот это тоже не нужно. И, собственно говоря, вот этот вид нам тоже не нужен. Удалили. Но теперь осталось что? Построить само сечение. Оно тоже будет у нас. И то часть видима, может быть, часть невидима. Сейчас давайте посмотрим. Да. Само сечение, вот верхняя его часть идет как? 2, 3, 4, 5. Да? 2, 3, 4, 5 мы строили. Значит, 2, 3, 4, 5. И где это находится у нас? 2, 3. А 3, 4, 5 уже будет у нас находиться внутри. Да? То есть 2, 3. Вот этот кусочек будет у нас
2, 3, 3. Это будет у нас такой кусочек видимый. 2, 3, 3. Вот так. Дальше, потом у нас пойдет 3, 4, 5. Это уже будет невидимо до 7 точки, да? 3, 4, 5. Ну, давайте теперь его построим как пунктирное. Тоже кривая линия. Значит, идет у нас так. 3, потом 4, потом идет 5. И из точки 5 опять 4 и 3. Так. И давайте подумаем. Это вот эта часть, да, которая сверху. А вот здесь, что мы будем видеть спереди, да? Мы тоже будем видеть. Мы будем видеть вот точку 1, да? 1, мы 1 и не построили, да? Ну, мы сейчас ее и поправим, да, построим. Эта точка у нас должна лежать где? Вот здесь. Вот видите, здесь. Значит, место этой точки сейчас мы обозначим. Вот она. Так. И построим дальше. Так, значит, у нас здесь, что мы должны видеть? От точки 1 пойдет точку 7, с точки 7 на 1, потом 6 идет, 8 и на 5. Вот так. Вот таким вот образом идет. И все эта часть от 7 до 5, она будет невидима. Ну, давайте это по кусочками сделаем. Значит, точка 7, потом 6, 8 и 5. 8, так, и сюда. Ввели. Вот такой кусочек получился у нас. Ну и дальше от точки у нас идет 1 до 7, у нас получается кусочек должен быть видим. Строим 1, но я возьму здесь промежуточную точку, то есть видим, значит мы его должны сделать сплошным. 1, 7, то есть 1, вот так, так, так и так. Вот такое получилось у нас, собственно говоря, сечение. Теперь еще здесь надо определить, что мы будем видеть, что мы будем не видеть. Что будем видеть, не видеть. Значит, смотрите. Здесь, вот мы, раз у нас здесь сплошная линия, то вот этот кусочек мы дальше видеть не будем, да, получается? Или наоборот? У нас наоборот, да, выходит. Здесь мы видим только конус, а там дальше саму линию. То есть я это удалю. Сейчас это мы можем судить вот здесь. Здесь она невидимая, да? Значит, и здесь она точно так же должна быть у нас невидимая. Убрали. Так, дальше. Дальше мы видим, дальше мы видим. Теперь, как сам конус у нас проходит. Как сам конус и что мы здесь видим. Значит, дальше у нас получается так, что до точки у нашей вот этой 1, 2 мы видим здесь призму. Значит, еще раз посмотрим. Да, мы видим призму. Призма закрывает до точки 1, 2. То есть мы вот эти вот два кусочка не видим. Этот и вот этот. Не видим. Так. То есть мы призму вид так вот видим, да? Видим призму. И здесь мы видим все как было. Ну, давайте еще здесь посмотрим. Ну, здесь очень просто. Здесь мы просто-напросто вот это место вот здесь не видим. Не видим.
Ну, теперь давайте что? Изобразим то, что мы не видим, как мы строили пунктирной линией. Пунктирной линией. Ну, здесь вот этот кусочек конуса есть. Дальше здесь то же самое кусочек конуса. И здесь кусочек конуса. Вот, собственно, и все. Теперь представьте себе, вот призма идет, на которой не хватает еще чего? Ребра, да, ребра. Это ребро, вот оно должно проходить вот здесь, да. Здесь, и мы его подвинем. Вот так. И здесь получается, вот этот кусочек мы видим, тут саму призму видим, тоже и вылезает у нас отсюда дальше вылезает конус. Поэтому раз он здесь вылезает, то еще что? Вот этот кусочек тоже надо убрать. И оставшееся место изобразить пунктиром. То есть вот от этой до этой точки. Ну, в принципе, давайте проверим. Наверное, у нашей задачи все. Еще раз проверим то, что получилось. Значит, линия, посмотрим, сечение, вот она. Да, здесь у нас что происходит? Вот сама линия сечения, здесь есть видимый участок, да, этой линии. И здесь мы видим призму, призму, снизу видим пунктиром линию сечения. Здесь у нас, видимо, вот так линия сечения идет, и так, и так. С обратной стороны, то, что мы видим, это вот этот участочек и вот этот участочек. Так там проходит линия сечения. Все, задача решена.